Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о гибридных наушниках от компании KiBoom. Модель наушников Evoc. Приходят они в точно такой же, как и младшая модель, в большой коробке с таким ярким оформлением в фиолетово-розовом цвете. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает один динамический драйвер 10 мм и два арматурных излучателя от Nauless. Чувствительность наушников составляет 112 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. На раскачку они довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну и первое, что нас встречает, это точно такой же огромный кейс на замке, как у младшей модели. Здесь находятся наушники. Вот в таком цвете я их выбрал. Набор стандартных силиконовых амбушюр и вот такой вот кабель. Начнем, пожалуй, с кабеля. У этой старшей модели он выглядит намного интереснее. Тоже такой очень легкий, но для меня он оказался намного удобнее в плане использования. У него правильно сформированные заушины, установлен фирменный 3.5 коннектор и разъемы 2 пин. Помечены левый и правый канал соответственно. Менять кабель на другой лично я вам не советую. Ну а сами наушники выглядят очень привлекательно. Выполнены они из смолы. Тактильно очень гладкие и довольно легкие. В отличие от младшей версии, Evoc имеет всего лишь одно акустическое отверстие, расположенное вот здесь. Но еще точно стоит обратить внимание на этот довольно широкий звуковод. Но не пугайтесь его. Потому что посадка и эргономика у наушников получилась довольно хорошей. Сидят они в целом плотно и дискомфорта не возникает. Ну а теперь поговорим о звучании этих наушников. Использовал я их в связке с ЦАПом Topping G5. Вот такой у них графика ЧХ. На низких частотах Evoc демонстрирует такой еще более сильный и бодрый подъем на саббасе с плавным таким небольшим заходом на середину. Саббас хорошо расширяется, дает хороший сабвуферный эффект наполнения, который, я думаю, удовлетворит большинство слушателей. Он ощущается как энергичный, атакующий, плотный, а мидбасовая область получилась немного сглаженной. И ощущается она так же, как и Velour, тепло, с хорошим весом и контролем. Но прозрачность и текстурная проработка осталась в Evoc примерно такой же, как Velour. Что касаемо средних частот, то в Evoc имеется чуть более выраженное усиление средних по сравнению с Allure. Вокал уже в них более так выдвинут и стал уже более эмоциональным и разборчивым, потеряв ту расслабленность, которая была в Allure. Тональность средних частот тоже стала чище и точнее по сравнению с более таким плавным тональным характером Allure. И в этом отношении она придает звуковой презентации такую более увлекательную, энергичную атмосферу. В то же время более лучшие аспекты четкости приводят к более заметным улучшениям технических аспектов Evoc. Да, это, конечно, не дотягивает до техничности BGVP NS10, потому что звук ощущается больше с таким сохранением баланса, музыкальности и небольшой техники. Это я имею в виду в Evoc. То есть за счет добавленных двух арматурных излучателей была добавлена недостающая более лучшая точность, прорисовка образов и в целом более правильное, но с уклоном в музыкальность звучание по сравнению с представлением средних частот Velour, которые имели более такой плавный и более сглаженный и нейтральный тон. Верхняя середина в Evoc также осталась подчеркнута, но ударные уже звучат более интересно. Они стали еще более явные и получили недостающие выделенные транзиенты. А вокал стал более ясным и воздушным. Ну и перестал быть таким интимным. Ну а теперь поговорим о высоких частотах. У Evoc наблюдается заметное увеличение четкости и акцента благодаря арматурному излучателю в этом диапазоне. Да, здесь имеется такая ямочка и спад на верхах, но меня радует то, что наушники не звучат слишком ярко. У них довольно аккуратные и детальные высокие частоты. Да, они немного сглаженные,
Не такие, конечно, как в NS10, но у них довольно хорошее разрешение и неплохое ощущение воздушности, в отличие от Allure. У них имеется такой больший уклон в микро и макро и сохраняется хорошая проработка и детальность тарелок, которые имеют больше такой плавный и естественный блеск с довольно неплохими послезвучиями и хвостами от ревербераций. Что касаемо сцены и стереопанорамы, то наушники Evoc имеют более точное расположение и проработку каждого инструмента. И в целом звуковая сцена звучит более воздушно и широко, а ее глубина находится на хорошем уровне. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Kibum Evoc, как по мне, это уже более взрослая и совершенная модель. Тонально она осталась такой же теплой, как Allure, но только теперь мы получили более лучшую детальность и проработку средних и высоких частот. С таким хорошим увеличением разрешения и проработки сцены. В сравнении с BGVP NS10 они, конечно же, сильно отличаются, так как NS10 больше уходят в мониторность с небольшим холодом и сильной технической проработкой. А эти наушники прямо так про другое. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. С вами, как всегда, был Аси Джениус. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.